Друзья, всем привет! Продолжаем делиться впечатлениями о нашем Geely Atlas Pro, который мы купили этой зимой. И в этом видео я вам расскажу, как мы поставили на него брызговики. Поехали! Итак, Geely Atlas Pro конца 2023 года в самой максимальной комплектации Flagship Plus с панорамной крышей. В целом машина пробежала уже порядка 5000 километров, 5 месяцев, и все круто, вообще никаких вопросов. Как я уже рассказывал, когда мы брали машину в салоне, мы сразу в салоне навешали на нее кучу допов. К примеру, у нас машина вся закатана в пленку. Весь капот, начало крыльев, стойки. А в обязательном порядке в этом автомобиле нужно укатывать начало крыши, потому что крыша не оцинкованная. А там, где ручки, тоже пленка, чтобы не царапалась. И на кончиках дверей тоже канты закатаны в пленку. Конечно же, сетка в передний бампер. Почему же конечно же? Да потому что в двух своих предыдущих машинах я менял радиаторы и кондиционера, и основного охлаждения именно по причине прилета, камней и так далее. Однако, поставив сетку, об этом перестаешь задумываться в принципе. И, конечно же, фары в пленке. Тоже все оклеивалось пленкой, чтобы ничего не поцарапалось и не побилось. Но почему же мы не поставили брызговики? Брызговики тоже доп, он изначально на машине не стоит, но у официального дилера этот доп оказался неадекватно дорого на самом деле. Если пленка, антикор и так далее были средние по рынку, плюс-минус так же, как и у других там в гаражах, то брызговики откровенно дорого. К примеру, они стоили что-то в районе 200 белорусских рублей, но те же самые брызговики на том же Валбересе можно купить за 50, за 60. Так зачем переплачивать в 4 раза, если они ставятся очень легко и просто? Соответственно, покупаем эти брызговики на Валбересе и погнали устанавливать. Итак, начнем. Чтобы поставить передние брызговики, нужно вывернуть колесо, выкрутить 3 болта в арке и 1 болт в пороге. Брызговик вешается на 4 болта, и держится он отлично, он полностью намертво крепится и не люфтит. При этом колесо снимать не нужно, места в арке вполне достаточно, чтобы это сделать. А сам брызговик из достаточно жесткого пластика и по фактуре точно такой же, как и юбки и бампера у Атласа. Отличаться он ничем не будет. Откручиваем и прикручиваем обратно все эти 4 болта. На этом установка передних брызговиков в принципе закончена. Все достаточно просто. Переходим к установке заднего брызговика. Здесь же нет никаких болтов. Здесь две клипсы. Одна идет непосредственно в арке, вторая снизу, которая идет между фетровым подкрылком и опять же бампером. При этом здесь не повернешь колесо, и в этом основная сложность. Места не так много. При этом хочу обратить внимание, тачка снизу вся в антикоре, и тоже делали сразу у дилера при покупке. Вот так выглядят сами клипсы. Чтобы открыть эту клипсу, нужно верхнюю часть грибочка поддеть отверткой. Она выйдет, и после этого клипса легко достанется. После того, как мы поставили обратно две эти клипсы вместе с брызговиком, он будет болтаться, он держится откровенно плохо. Поэтому для этого и идут в комплекте эти саморезы. Их почему-то 8, но применить нужно всего лишь 4, возможно 4 запасных. В заготовленные места в брызговике мы вкручиваем эти 4 самореза в бампер, и после этого уже брызговик держится намертво. Не забываем поставить нижнюю клипсу, но опять же есть момент. После того, как мы поставили брызговик, такое ощущение, что до конца оно не защелкивается, мало места. Точно такие же операции проделываем и с другой стороны. Задний брызговик ставим на 2 родные клипсы и на 2 самореза, которые идут в комплекте, а передние брызговики точно так же ставим на 4 родных болта. Просто их откручиваем, ставим брызговик и закручиваем обратно. Все стоит, все на месте.
Вот мы все поставили, все круто, все красиво. И, если честно, даже складывается впечатление, что с брызговиками машина смотрится лучше, чем без них. Но, может быть, это всего лишь субъективно. Кому интересно, вот артикул с Валбериса. Не реклама. Просто, если вы захотите купить такие вещи, вот, пожалуйста. Сами брызговики становятся очень четко как по бамперу, так и по передней юбке. Они полностью повторяют контур бампера, как видите, есть даже такие заломы изогнутости специально выплавлены, и не остается абсолютно никаких щелей. Как задний, так и передний брызговик становится очень плотно, то есть его нужно прижимать, когда вы их закручиваете, и тогда они становятся ровно по зазорам. Брызговики поставили, и, надеюсь, теперь у нас не будет песочить ни пороги, ни сзади едущих людей грязь с камнями лететь. Полезная штука. Ну, а об этом все. Кому было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание, а мы продолжаем. Всем пока!